Знаете, мы можем прочитать в огромном количестве книг такой факт, что за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина. Так ли это? Что вы думаете об этом? Причем великий мужчина, обычно величие мужчины меряется социально видимыми достижениями. То есть какого мужчину мы, скорее всего, назовем великим? Который занимает какую-то должность большую, который много заработал денег, который имеет социальный успех, который построил большой дом. Вот мой великий кот, подстриженный под льва, пришел, тоже показался нам. Он мне тоже мужчина, кот, мальчик. На теме величия он пришел и показал мне как раз, что у меня в эфире, оказывается, тапки тоже мужские. Знаете, есть такая интересная вещь в психологии. Многие вещи, действия, события притягиваются полем. Мы, психологи, часто употребляем такой термин поле, энергоинформационное поле. И вот смотрите, какое интересное совпадение. Я сейчас затронула очень важную тему великого мужчины, того, как женщина может питать, поддерживать его на пути того, чтобы он становился великим, или когда он уже есть великий, удерживал эту позицию, потому что один момент забраться на лестницу иерархии, например, или достичь чего-то, то есть забраться на гору. Другой момент не свалиться с этой горы, то есть устоять там на горе не менее сложно, чем на нее забраться. И вот я сейчас буду говорить на такую важную тему ресурсной, поддерживающей женщины, и ко мне в эфир приходит кот, мальчик, которого мы считаем таким великим котом, он у нас очень сильный. В эфир попадают тапки, которые я как-то магическим образом просмотрела, тапки моего мужа, моего великого мужчины. Это очень интересный знак, тема действительно важная. Потому что мне кажется, что любовные треугольники часто возникают там, в тех отношениях, в тех парах, где женщина не умеет или не может поддерживать мужчину правильно, быть для него источником энергетическим, источником той женственности, которая может хорошо поддерживать мужское начало. Мы сейчас тоже с вами можем в интернете, где-то в книжках часто услышать такую формулировку, как ресурсная женщина. И, к сожалению, иногда этот термин, это понятие коверкают и используют неверно. Давайте сегодня вот в этом видео разберем, кто же такая на самом деле ресурсная женщина. Как быть этой ресурсной женщиной? Возможно, если часть женщин получит здесь какие-то сегодня подсказки, какую-то информацию, которая наведет их на какие-то полезные для них мысли, сможет измениться, стать более ресурсной для своего мужчины, и, может быть, это сохранит какие-то семьи, какие-то отношения. Все, что говорится в видео, это не 100% подходит под все 100% случаев, да, это что-то среднестатистическое, потому что, безусловно, даже просматривая биографии великих мужчин, мы можем видеть, где за ним действительно стояла какая-то не менее великая женщина, но он ей изменял. Много мужчин, которые добиваются большого, хорошего социального статуса, они живут на энергии многих женщин. И мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, что будет он ходить к разным бабам, будет ли он ходить по бабам, будет ли у него несколько женщин, несколько любовниц, несколько вторых, там, третьих семей, или ему будет достаточно одной его женщины дома, если он действительно великий и совершает какие-то подвиги, занимает какие-то высокие посты, зарабатывает очень много денег. Вот будет это одна женщина с ним или много разных, зависит еще и часто от того, насколько женщина, которая с ним, ресурсна. Итого, подходим к самому главному. Что такое быть ресурсной женщиной? Как это быть ресурсной женщиной? Что такое быть ресурсной женщиной? Какая она, эта самая ресурсная женщина, которая может питать мужчину правильно, воодушевлять его, давать ему свою женскую энергию, чтобы он становился великим или был уже великим и оставался на этой ступеньке. Кто такая ресурсная женщина?
Во-первых, могу ошибаться, можете со мной поспорить, да, это тема вне науки, это тема скорее мудрости человеческой, опыта наблюдений, да. Здесь нет какого-то формулы, правила, что 100% так. Но мне кажется, ресурсная женщина – это та, которая энергетически сильна. Как это энергетически сильна? Которая чувствует в себе силы творить, создавать, отдавать, делиться, любить, заботиться. Если женщина начиталась соответствующих каких-то статей, постов или насмотрелась каких-то видео, где говорят: воодушевляй его, поддерживай, говори ему давай, давай. И, допустим, представляем сейчас такую картинку, ситуация. Они проснулись вместе, муж и жена. Допустим, у них еще нет детей. Вместе позавтракали, она сварила ему кофе, сделала яичницу, покормила его, посидела с ним за завтраком, сказала ему: ну давай, Вася, давай, иди на работу, покори там всех, ты молодец, ты красавец, давай. Вася ушел за дверь, она закрыла за ним дверь, пошла, наелась пельмешков, закусила там солеными огурчиками, не знаю, десертик съела и легла спать. Поспала, на маникюрчик сходила, с подружками поболтала часик. Он вечером приехал, она ему ужин дала. Ресурсная эта женщина. Эта женщина заботливая, поддерживающая, получается из моего описания, но я бы не назвала ее ресурсной. Что она может дать своему мужчине Васе в этой ситуации, кроме слов поддержки? Какая в ней будет энергия, если она только пельмешки ела и десертики и целый день провела дома? Если она не выходила в социум? Есть такой красивый термин, я недавно его узнала, опыляться людьми. Это когда мы выходим в социум, общаемся с разными людьми, пока мы с ними разговариваем, что-то узнаем, делимся, рассказываем. Мы примерно, знаете, как пчелки, которые летают по цветочкам, собирают пыльцу. У одного цветочка прилетели к другому, сели, тут другую пыльцу собрали. То есть происходит такое смешение. Смешение информации, смешение взглядов на жизнь, смешение энергии. Вот женщина, описанная мной в том примере, она не опыляется людьми. Она за этот день, кроме маникюра, ничего не сделала. Она только поглощала в себя еду, поспала, да. Она говорила чего-то Васе, а сама не соответствует образу ресурсного человека, в принципе. Поэтому очень важно, чтобы женщина могла, помимо того, что любить, заботиться, поддерживать, хорошо кормить или как-то обустраивать эту часть жизни, да, организовывать еду, чтобы она еще реализовывалась в социуме тоже по-своему. Из моего опыта, того, что я видела, я вижу, что женщины-домохозяйки с годами тускнеют. До 35 лет они еще как-то более-менее энергичны. После 35 лет женщины-домохозяйки тускнеют. Они, знаете, как у лампочки, диммер, по-моему, называется, уменьшается ее яркость. И эта женщина все меньше и меньше светит, меньше и меньше светит. Соответственно, она становится все менее и менее ресурсной. Поэтому мне кажется, что также важно, чтобы ресурсная женщина реализовывалась. У нас в каждом из нас есть таланты. Мы все уникальны, и каждый талантлив в чем-то по-своему. Вот очень важно, чтобы каждый человек, мужчина и женщина, раскрывал свой талант. Я провожу консультации по индивидуальности для людей, используя систему дизайн-чека, астрология, генные ключи. И наблюдаю, что если люди приходят ко мне в возрасте после 35 лет, они, как правило, либо уже нашли свои таланты, уже их реализовывают, им просто не хватает подсказок, как именно. Вот я пробую, делаю что-то чуть-чуть не так. То есть им нужна какая-то минимальная корректировка, но общий вектор направления у них, как правило, свой уже есть, они его уже нашли, потому что консультация длительная, серьезная, стоит больше, чем просто встреча с психологом, то есть такая глубокая раскопка, глубокий такой разбор человека. А люди многие, которые даже не нашли свой вектор, так и не поняли,
до 35 лет, в чем их таланты, не обнаружили сами хотя бы часть из них, как бы направления, у них, как правило, даже нету а, средств на эту консультацию. И это очень важно. И для женщины в том числе. Либо нету средств, либо нету мотива. То есть после 30 лет женщины-домохозяйки, они как будто тонут вот в этом болоте пельмешки, маникюрчик, подружки. А потом еще присоединяется винишко по вечерам. Почему? Потому что алкоголь – это способ притуплять свою чувствительность. Алкоголь – это способ чувствовать меньше того, что болит внутри, где-то в душе. И вот так это все заканчивается. Поэтому важно, чтобы быть ресурсной женщиной. Первое – любить, уметь любить, заботиться, давать заботу, давать внимание, давать женское тепло. Из того, что я вижу, многие женщины это действительно умеют. То есть это как-то еще у нас более-менее принято. Это очень важно это делать. А второе, важно найти свои таланты и реализовываться как-то в социуме. Не обязательно ходить на работу и с утра до вечера там проводить, уставая как собака. Наоборот, даже если женщина будет реализовывать свои таланты неверно или наоборот пойдет на работу, где ничего нет общего с ее талантами, она просто работает за десятерых или как там, не знаю, лошадь повозку какую-то тяжелую тащит, приходит домой уставшая, это будет так же плохо, как вот та женщина, описанная в примере ранее с пельмешками, маникюром и отсутствием каких-то хобби, интересов, социальной реализации.